Друзья, всем привет! С вами я, Максим, вы на канале Мотомаксимус, и сегодня мы с вами поговорим об армейском ИРП, индивидуальном рационе питания, ну или сухой паёк, как все мы его привыкли называть. Надо было форму армейскую. Кто смотрел мое видео «Что скрывают серпантины Кавказа», вы помните, что там я говорил о том, что обязательно расскажу вам про ИРП. Кто не смотрел, вот она ссылочка. Начнем мы с вами, друзья, пожалуй, с того, зачем нам все это нужно и почему я решил об этом поговорить. Вообще, тема питания и тема продуктов для путешественников одна из важных тем. Лично за себя могу сказать, что я не готов есть в самых вот прям ужасных дешевых столовых, но и рестораны мне, по сути, не нужны, когда я путешествую. Плюс ко всему, я замечал за собой такую особенность, когда я отправляюсь в путешествие, мой организм как-то, видать, уходит в режим энергосбережения, и продуктов питания мне для нормальной жизнедеятельности нужно намного меньше, чем в обычной моей жизни. Я не очень люблю экспериментировать с кухней, потому что, признаюсь, у меня желудок гвозди не варит, поэтому я всегда стараюсь в путешествиях есть простую пищу, непритязательную и которая легко усваивается. Почему я обратил свой взор на сухие пайки? Ну, во-первых, я не очень люблю экспериментировать с едой, заезжать в какие-то непонятные заведения, в которых я никогда не был, и что-то там есть. Плюс ко всему, вот в этом году, допустим, я путешествия свои выстраивал так, что не всегда у меня там во время обеда рядом со мной была цивилизация и была возможность зайти и где-то что-то покушать. Возить с собой продукты, купленные где-нибудь там в каком-нибудь супермаркете, это не всегда удобно, потому что, ну что мы там возьмем, какие-нибудь дошираки, это не очень приятно и сытно и вообще полезно. Плюс ко всему какие-то колбасные нарезки, паштеты, ну они хранятся недолго, пропадают быстро, а когда я путешествую на мотоцикле, в основном это происходит в летнее время, я еду по жаре, все эти продукты пропадают очень быстро. Ну и плюс ко всему элементарно, когда я путешествую, когда я еду, вы знаете, я люблю путешествовать один, кататься один. Ну, не то чтобы я превращаюсь в социофоба, но мне приятно побыть одному, в том числе во время обеда. И когда ты едешь по какому-нибудь горному серпантину, наступает время обеда, и ты начинаешь судорожно думать, так, а докуда мне поехать, что мне поесть? Ну, вот это все решает. Остановился, достал газовую горелочку, котелок, разогрел себе еду и поехал счастливый и довольный дальше. Ну и давайте теперь подойдем непосредственно к ИРП номер 7. У меня именно такой ИРП с цифрой 7. Их вообще существует от 1 до 7 по дням питания. Я так понимаю, когда производитель все это дело планировал, он рассчитывал, что, ну это же для армии сделано, что солдат каждый день будет кушать разный рацион питания и, соответственно, тем самым разнообразить свою пищу. У меня несколько рационов, но все они 7-е, поэтому я смогу сегодня поговорить предметно только о 7-м рационе питания. Но я изучил те видео, которые есть на канале YouTube, и хочу вам сказать, что по сути между 1-м и 7-м там большой разницы нет, но может быть разница в парочке консерв. Кому интересно, вы можете найти все их различия на YouTube. Давайте сейчас вскроем этот ИРП, я расскажу о его особенностях и расскажу о каких-то своих вкусовых ощущениях от каждого из блюд, потому что таких ИРП я за лето съел штуки 4. Поэтому уже могу как-то делиться с вами мнением своим, которое у меня сформировалось. Ну что, поехали. Вот такая коробка. Вот вы видите ее размер. Вот здесь она вот так поднимается. И в принципе для удобства вы можете выломать вот здесь вот такую вот штуковину. И она как ручка получается. Ну, в принципе, в мотоциклетных кофрах вот в таком состоянии перевозить очень удобно или в сумках. Соответственно, это тетрапак. Это не просто картон. Внутри она фольгированная. Ну, по сути, работает как термос. Некоторые берут прям ножом ее разрезают, разрывают. Но я всегда стараюсь открыть аккуратно. Объясню почему. Вот этот ИРП, он рассчитан на сутки, на 3 раза приема пищи. Но, признаюсь вам честно, в моих путешествиях я обратил внимание, что вот такой ИРП, мне его хватает иногда на 2 суток, ну, 1,5-2 суток я его ем. Соответственно, я его стараюсь вскрыть аккуратно, чтобы после того, как я поел, я мог его обратно запаковать, положить куда-то в кофр, и все это у меня не рассыпалось, не разлеталось по чемоданам. Вот так он здесь взламывается и открывается. Ну, похоже чем-то на то, как вы открываете пакет с молоком, только он значительно больше. Внутри там вот такая вот
картонная коробка, вот дырочка, за которую вы тянете и вытаскиваете наружу. Соответственно, обратите внимание, где у нее дно, где нет, чтобы когда вы вытащили, все это у вас не высыпалось наружу. Ну вот в нашем случае сейчас вот здесь вверх мы аккуратно все это дело вытаскиваем. Все, ее отставляю в сторонку, пускай стоит вот здесь. И вот такой вот коробочек внутри. Давайте я сейчас буду все отсюда доставать и вам по пути о всем об этом рассказывать, о том, что здесь есть внутри. Так, ну начнем вот сразу сверху, что нам попалось. Это столовые приборы, 3 ложки, 3 пластиковые ложки. Огромный плюс, да, по сути, когда вы куда-то экстренно выходите, выезжаете, вам достаточно его взять и взять в воду. И все, столовые приборы, здесь все есть. И дальше я сейчас вам покажу, здесь есть все необходимое для приема пищи. Итак, столовые приборы, ложки. Дальше вот я вижу здесь один пластиковый нож есть. Дальше концентрат сухой, натуральный, быстрорастворимый. Это напитки, вот это малиновый напиток. Кстати, очень вкусные. Мне они очень нравятся. Вот таких у нас 2. Они есть малина, вишня, разные. Есть жевательная резинка, 10 дрожжей. Ну, мне понравилось, честно скажу. Вкусненькая. После еды замечательно. Есть галеты. Причем галеты здесь 2 видов. Есть вот галеты армейские из муки пшеничной отборной. Вот такие 2 пачки. И есть галеты из муки пшеничной первого сорта, они посветлее. Ну вот эти галеты, я их использую как серый хлебушек с какими-то мясными консервами, а эти галеты, они вроде как с повидлом там, со всякими вкусностями. Здесь у нас есть повидло яблочное, оно вот в такой вот упаковочке, очень вкусно, мне нравится. Есть 3 упаковки с сахаром. Ну, тут прям так добро сахара насыпано, я сладкоежка, ну и вот такого пакетика на большую кружку, это прям более чем достаточно, чай или кофе будет очень сладким. Есть вот такая маленькая соль, ну, это хорошо, что ее положили, но я обычно, если один раз ее открыл, потом уже все, я ее обратно не кладу, потому что она рассыпается и все здесь в соли получается. Но посолить какие-нибудь консервы очень даже замечательно порой бывает. Так, дальше что? Есть 3 салфетки дезинфицирующие для рук, влажные. Ну, это прям супер. Я был приятно удивлен, когда первый раз открыл. И столько всяких маленьких фишечек. Мне было очень приятно и радостно за наши войска, что им все-таки поставляют наконец-таки нормальные сухие пайки, которые на самом деле приятно употреблять в пищу. Вот еще один растворимый напиток. Это вишня. Вот 2 малины и вишня. Соответственно, у нас 3 растворимых напитка на 3 приема пищи. Есть офицерский шоколад. Ну, не могу сказать, что это прям Альпенгольд, но шоколад годный и особенно с кофейком или с чаем заходит прям на ура. В дороге, знаете, особо харчами я не перебираю, поэтому все идет нормально. Кстати, вот об этом я сейчас скажу отдельно. Это вот прям моя радость. Растворимый кофе и сухие растворимые сливки. Кофе, ну, так себе, скажем, тут, да, но вот эти сливочки, они его очень дополняют. Я люблю кофе с молоком, и когда где-то ты в палатке, особо молоко ты с собой или сливки не привезешь, а вот это дело по утрам, ну, оно прям поднимает боевой дух, так что вот за это прям отдельное спасибо, мне это очень нравится. Есть также, вот как есть маленькая соль, есть маленький перец. Ну, когда нужно приправить какую-нибудь мясную консерву, очень замечательная штука. Поехали дальше. 2 чая королевский слон. Соответственно, у нас 3 приема пищи, 2 чая, 1 кофе. Вполне. Давайте вот по поводу разогрева. Есть вот такая вот разогреватель портативный. Здесь находятся 3 элемента сухого горючего и такая железячка, которая разгибается и превращается, ну, в такую подставочку. Вы кладете туда сухое горючее, сверху ставите консервы, все это разогреваете. Признаюсь честно, я попробовал пару раз разогреть на этой штуке консерву. Но вы знаете как, если, наверное, я буду находиться где-нибудь в реальных боевых условиях, и мне будет очень хотеться кушать, и в принципе, да, она подогреет вам еду, с этим можно справиться. Но, конечно, это не фонтан, при условии того, что в путешествии я с собой вожу газовую горелку, ну, естественно, этим я не пользуюсь, на газовой горелке все это разогреть намного удобнее и приятнее. Дальше есть тоже приятная такая штучка, витаминка, это поливитаминный комплекс. Сюда входит куча
всяких витаминов, минералов. Там дальше внизу есть инструкция. Я в конце ролика все это озвучу, прочитаю. Кому будет интересно, в конце я прям подробно пройдусь по инструкции. Прием 1 раз в день. Я думаю, она добавляет вам энергии и тонуса в ваших путешествиях. Кстати, вот к этому сухому горючему есть специальные спички. Они влаго-ветроустойчивые, соответственно, ну и ими можно поджечь или костер практически в любых условиях. Вот эти спичечки я всегда в сторонку откладываю себе, потому что в путешествии они тоже могут пригодиться. Есть дальше тоже то, что относится больше, наверное, к каким-то полевым условиям. Это 3 таблетки для обеззараживания воды. Каждая такая таблетка может полностью убить всю вредоносную микрофлору в 1 литре воды. Ну, соответственно, если вы садитесь принимать пищу и вы не уверены в чистоте той воды, которая у вас есть, вы там из речки набрали, вы можете кинуть туда эту 1 таблетку, размешать и спокойно дальше превращать эту воду то ли в кофе, в чай, то ли в напиток какой-то. Обеззаразить воду вы сможете. Но опять же, когда вы в путешествиях, вы обычно берете с собой нормальную воду. Но в принципе я эти таблетки не выкидываю, потому что, ну мало ли какая будет ситуация, какую воду я где с родника наберу, закинул таблетку, лишним не будет. Давайте дальше пойдем по мелким консервам. У нас вот здесь есть 2 маленькие консервы. Есть паштет печеночный, суховат, но есть можно. И есть паштет нежный, он чуть-чуть поприятнее на вкус. Пюре из яблок мне очень нравится. Оно такое вот, знаете, как в детстве детское питание было. Вот замечательная штуковина, очень вкусненько, мне прям нравится. Сыр плавленый, консервированный, стерилизованный, но не очень, честно вам скажу. Съедается с хлебушком нормально. Ну, можно было бы чуть-чуть повкуснее, но в принципе нормально. И у нас есть икра овощная, икра из кабачков. Ну, ничего не надо тут, я думаю, пояснять. Икра отменная, все мы ее любим, все супер. Вот самая такая, скажем, спорная консерва в этом наборе — шпик соленый консервированный. Ну, проще говоря, это свиное сало. Может быть, кто-то употребляет его в пищу вот прямо так, с хлебом. Я однозначно этого не делаю. И, в принципе, эти консервы, я чаще выбрасываю, я их не ем. Но я вам сейчас расскажу, в принципе, с чем ее тут можно совмещать, и получается неплохо. Вот пока в сторонку ее кладу. 3 основных блюда. Это значит мясо с зеленым горошком и морковью. Ну, мясо тут подразумевается говядина. Консерва вкусная, но, знаете как, раз на раз не приходится. Если там попадаются нормальные кусочки мяса, оно прям превращается в замечательное блюдо. Но пару раз мне попадалось там, практически не мясо, скажем так, да, такая там легкое напоминание о тушенке. И тут вот мясо с зеленым горошком, я бы сказал, тут зеленый горошек и иногда попадается мясо. Но когда попадается, очень вкусно. Тефтели из говядины. Годные тефтели, они находятся в соусе, разогреваешь очень вкусно, все замечательно, но только единственное, говядины в тефтелях тоже не многовато, признаюсь вам честно, там скорее больше крахмала и риса, ну вот как на мой вкус. Ну вот прям сказать, что эти тефтели прям мясные, как дома готовят, я не могу так сказать, но в принципе съедобно. И вот последнее, первое блюдо такое мощное, это каша рисовая с говядиной. Вот она реально вкусная, но ее, чтобы разогреть нормально и не подпалить ее снизу, практически этого никогда не получается. Потому что она там таким спрессованным брикетом внутри идет. И как только ты начинаешь ее греть, она сразу начинает подгорать снизу, и у тебя там 30% каши сжженные. Что делаю я? Я вскрываю эту консерву, перекладываю в более большую миску и пару раз я добавлял туда воды и разогревал, соответственно, вместе с водой, тогда она не пригорает. Но пару раз последний я попробовал добавить туда, не всю, конечно, консерву шпика, наверное, 1/4 вначале кидаешь на днище, и она получается как там жирная пленочка, ничего не подгорает и очень вкусно. Если все положить, наверное, будет жирновато. Но опять же, тут на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Вот. И в итоге мы имеем... Стоп, друзья. 3 бумажные салфетки. Мало того, что у нас есть влажные салфетки, у нас есть даже 3 бумажные салфетки. Это приятно, черт побери, на самом деле это приятно, что они здесь есть.
Вот, ну, коробок, соответственно, я когда поел, остатки сюда сложил, сюда обратно запаковал, кинул в кофр, поехал. Это инструкции, сейчас мы к ним перейдем. Давайте еще раз посмотрим, что у нас получилось. У нас с вами в ИРП номер 7 3 основных блюда. У нас с вами 2 паштета. У нас с вами икра овощная, сыр плавленый и пюре из яблок. К пюре из яблок у нас еще есть повидло яблочное, тоже это вкусно. Есть кофеек с сухими сливками, есть чай, есть витаминка, есть средство для обеззараживания воды на 3 литра. Есть сухое горючее спички. К кофе, кстати, или к чаю есть офицерский шоколад. 4 упаковки армейских галет. 3 салфетки влажные, 3 салфетки бумажные, 3 ложки, 1 пластиковый нож, понятное дело, соль, перец по вкусу, 3 сахара, 3 растворимых напитка, 10 жевательных резинок. Богато, друзья, богато. Ну вот это все рассчитано на одного человека на 3 приема пищи в день. Повторюсь, если мы рассматриваем реальные боевые условия и решение поставленных боевых задач, которые от нас требуют недюжинной физической силы и нагрузки, то, скорее всего, это все за день улетит, аж мама не горюй. Когда мы говорим о моих путешествиях, вот этого всего мне реально хватает 1,5-2 дня. Но знаете, как мне хватает на 2 дня? Вот тут нужно сделать оговорочку. Вот когда я ездил в Чечню и в Дагестан, я катался 3 дня, и по сути за 3 дня я съел 1 такой ИРП. Но при условии, что каждое утро у меня был завтрак. Дома позавтракал, в одном отеле позавтракал, в другом отеле позавтракал. Последнюю еду я доел в обед, когда ехал на 3-й день домой, остановился там где-то в лесочке, разогрел на газовой горелочке, покушал. И вот, кстати, вот в этом самый кайф. Ты едешь и вообще, в принципе, не сильно себя заморачиваешь вот на время, вот в это время, во время обеда я буду проезжать какой-то населенный пункт, мне обязательно нужно туда заехать, чтобы покушать. Вообще такого нету. Ты просто едешь, получаешь удовольствие от путешествия, и там, где тебе захотелось поесть, ты решил, вот буду здесь кушать. Заехал в лес, разложил столик, стульчик, потратил тот же там полчаса, час времени, отдохнул, покушал, получил удовольствие. Друзья, я вам рассказывал лично о своих ощущениях от этого всего. Я от этого все получаю огромное удовольствие. Вы увидели в этом году в моих путешествиях палатки, какие-то ночевки. В следующем году будет еще больше таких приключений и путешествий. И будем пробовать другие какие-то ИРП, потому что у этого ИРП срок годности заканчивается в середине 2021 года. Соответственно, надо все скушать. И, кстати, она очень и очень сытная. Мне почему еще хватало на 2 дня? Потому что на самом деле ты наедаешься этой едой. И один из моих подписчиков писал мне также в комментариях, что эта пища очень калорийная. Поэтому для тех, кто следит за своим весом, будьте внимательны, чтобы не прибавить пару лишних килограмм. Ну вот, по сути, и все об этом армейском ИРП. От себя лично советую. Вкусно, классно, берите с собой. Ну, а тем, кому интересны детали, я сейчас быстренько пробегусь по той номенклатурке, которая есть здесь внутри. Значит, смотрите, первое, что мы здесь встречаем, здесь есть инструкция. В чем интерес этой инструкции? Тут не только перечислены все блюда, которые находятся в ИРП, плюс ко всему здесь расписано в граммах, что сколько весит. И все эти продукты по инструкции распределены на 3 приема пищи. Здесь прям так и написано: завтрак, обед и ужин. И на каждой позиции написано, что вам принять на завтрак, на обед или на ужин. Но для тех людей, которые любят жить по системе и по заранее написанным правилам, это, наверное, очень удобно. Я, если честно, каждое утро у меня разное. Иногда я хочу, иногда вообще не хочу кушать. Поэтому я как-то сам уже ориентируюсь, что мне съесть утром, что в обед, а что вечером. Но для тех, кто не может определиться, здесь все расписано. На обратной стороне тут идут рекомендации по употреблению рациона питания. Ну, без проблем вы это все найдете в интернете, почитаете. Тут идет калорийность каждого продукта. Опять же, повторюсь, для тех, кто очень сильно следит за своим здоровьем или есть какие-то противопоказания к определенным продуктам. Ну, здесь все расписано более чем. Поэтому, друзья, тут не только увидеть, но и почитать можно перед тем, как кушать. Что в себе содержит вот эта витаминка? Какие витамины и микроэлементы? Это вот уже идет
в следующей бумажке. Эта вещь называется БАД к пище. Это, получается, биологически активные добавки. Тут свидетельство о государственной регистрации, кто производитель, и все витамины, аминокислоты, все здесь расписано. Я вот, если честно, обратил внимание, что в этой витаминке есть, во-первых, вся группа В, есть железо, есть йод и есть фолиевая кислота. Кто знает, что за штука замечательная, те меня поймут. Ну и также железо, медь, цинк, в общем, весь спектр микроэлементов для вашего организма здесь есть. Ну и также вот здесь внизу идет краткая информация по таблеткам Аквабрис, они называются, которые обеззараживают воду. Ну что, друзья, давайте подведем итог этому обзору. Я надеюсь, информация, которую я донес до вас, была интересной, практичной и полезной. От себя лично могу сказать, что мне эта тема зашла, и теперь все свои путешествия я планирую так, чтобы мой обед проходил, ну, не в каких-то 4 стенах, может быть, даже самого замечательного ресторана, а, возможно, мой ресторан оказался где-нибудь на берегу озера или с видом на какие-нибудь шикарные горы. У меня был такой небольшой столик и, предположим, вот такие продукты. Так что, друзья, до новых встреч, путешествуйте, кушайте правильно, вкусно и всем добра!